Друзья, я приветствую вас. Завершен этап отделки. И сегодня мы приступаем к этапу покраски, к самому такому интересному моменту. Сейчас я вам подробно расскажу, как я развожу состав грунтовочный, с какими колерами, в какой пропорции. И потихонечку начнем красить. Поехали. Итак, поехали. Берем 5 литров воды. Грунт-концентрат, литр, наливаем на 5 литров. В моем случае это витамид МД-16. Это я делаю основной цвет, поэтому так, побольше его сразу делаю. Получилось где-то 6-6,5 литров грунтовки. Может около 7 литров, ну примерно. Дальше такой колер номер 36, слоновая кость. Его здесь у меня 60 миллилитров. Вот я его сюда заливаю. Получаем где-то 1% раствор. Ну, я думаю, хватит. Итак, друзья, вот взяли 1% раствор. Я показываю вам сейчас этап раскраски кисточкой, потому что не у всех есть распылители. Но в любом случае кисточкой проходить надо даже в случае с распылителем. Фибру я обжег, но остатки раствора, такая крошка, она осталась. Я прохожу тщательно всю поверхность. Смотрите, самое главное, что нельзя допускать. Это цвет, у нас цвет так называемой подложки. То есть я его подкладываю под основную раскраску. Вот я выбрал такой тон. Естественно, согласовав с заказчиком. Дальше, вот смотрите, вот вы так если мазнули, вот видите, вот так вот он остался. Вот нельзя так оставлять. Вот это пятно, оно останется. Его надо так вот, чтобы не было явно вот этой полосы, такой вот потека. Поэтому обязательно хорошо все это размазывайте. Ну, на первом слое это не столь критично. Вот. Такой поролон. Я обычно на сезон покупаю там квадратный метр самого плотного поролона. Нарезаю его, и мне весь сезон хватает. Ну, может, если не хватает, можно докупить, выгоднее, чем покупать эти губки по 30 рублей, которые расползаются через 2 метра. То есть, да, и вот, смотрите, вот такие вот места. На первом слое это еще более-менее допустимо, оно потом сведется. Но когда будет второй, третий слой, вот такие моменты нельзя допускать, потому что это след, он у вас останется, вы его уже потом
тяжело будет его убрать практически. Только перекрас, затемнять. Если это будет темный цвет, вы уже его не уберете. То есть вот так происходит. Да. Просто распылитель, он быстрее наносит. Но кисточкой я все равно разглаживаю. Чтобы это не был распылитель. Вот видите, большой кисточкой быстрее дело происходит. Но опять же надо аккуратно. Вот на этом этапе, на этапе подложки, здесь главное хорошо пройтись по швам, потому что последующие слоя, которые будут наноситься, они будут других цветов. И чтобы швы не были такими разноцветными, вот, нужно его загрунтовать. Вот в данном случае я его грунтую в подложечный цвет. Конечно, шов потом можно покрасить краской для контраста. Тут уже, но у нас здесь немного не такой стиль, поэтому и вам я в принципе показываю этот стиль как такой самый бюджетный, но и очень красивый. Он будет максимально такой натуральный. Вот смотрите, например, вот эта часть уже немного подсохла. Он еще подсохнет, он еще такой посветлеет, посереет немного. Но уже видно такую вот желтинку. Это вот дает цвет слоновая кость. Видите, да? Вот как проявляется. Друзья, сломалась у меня камера. Вот беда. Поэтому опять снимаю на телефон. Не успел я 2 недельки порадоваться новой камере, как она сломался шлейф. Поэтому опять на телефон. Так, давайте еще вам покажу. Ну, в принципе, справится любой. Вот, нанесли. Главное хорошо размазывать. Защитили скотчем, постелили полиэтилен. И вниз по швам, бывает очень часто, вот по шву стекает. Значит, отодвигайте, смотрите, размазывайте. Потому что эти пятна останутся на плитке. Вот как у меня вот стекло. Плюс распылителя в том, что он вот эту пыль всю удаляет. И таких потеков он не дает. От кисточки, конечно, потеки остаются. Как ни крути, придавил где-то и потекло. Вот. Теперь дальше я покажу работу с распылителем. Так, распылитель готов. Звук я сейчас уберу, потому как он будет шуметь, он вам не нужен. Ну смотрите, просто наношу и растираю.
нужно пройтись через несколько секунд после нанесения для удаления подтеков. Продолжение раскраски. Еще раз показываю, вот немножечко макнули на край кисточки. Обязательно губка или такой плотный поролон. Помазали. Слегка не надо, не сплошняком. Все, собрали. Вот за счет этого достигнется игра цветов, перелив цвета. Где-то посильнее мажу, где-то слабее. Так, где-то прям собрал хорошо губка, а где-то посильнее подмазал. Вот сейчас немножечко подсохнет, можно еще подмазать. Вот видим, да? Впиталась, слабоватая игра цвета. Еще подмазал. Опять же, все это локально, не по всему камню. Вот этот участок специально оставляю светленьким. Вот, смотрите. Вот так, да? Видно? Такие вот уголочки оставил чуть посветлее. Здесь тоже уголочек чуть-чуть светлее. Не торопясь, кропотливо, камешек за камешком. Да, муторно, скажете вы, ну что делать, без труда. Сами знаете, что ничего не вываришь. Эффект был такой, как вы хотите. Надо проходить несколько раз. На этой фактуре, напоминаю, значит, был первый слой тускловатый, второй слой, значит, первый 1%, а второй слой здесь был тоже 1%, но я заливал сильнее. Можно было бы сделать первый слой 2% и второй слой 2% тогда, или 3%. И так слегка пробежаться. Можно было бы так. В зависимости, какой эффект вы хотите получить, какую глубину цвета. Вот, сколько процентов вы сделаете колера в грунт, от этого будет насыщенность цвета. Но если вы сделаете сразу там какой-нибудь 10% раствор, подумаете, зачем мне проходить один раз, или вот зачем мне там 3 раза проходить, или вместо 2 раз я лучше один. Вы пройдете один раз, грунт впитается, цвет у вас будет такой насыщеннее немного. Но что произойдет дальше? А дальше, когда вы будете наносить последующий слой, финишный. Вот смотрите, здесь я беру, вот намазал, видите, стекает по нему. Я могу вот губкой поработать, успеваю убрать. Я могу практически его вытереть весь. Если чистую губку взять, в воде помыть, я могу его стереть практически весь. А если же вы сделаете один раз грунтом, неважно скольки процентный будет там колер, 5 или 10 или 15, он грунт туда зайдет и все. И вот этот слой вы только-только притронетесь темным
Вот так только притронетесь, он сразу туда войдет. Вы его даже собрать не успеете. И будете мучиться. Ой, как будете мучиться. И у вас эта глубина цвета, она пропадет. Она перекроется вот этим темным цветом полностью, практически. Вот. Это такие мои наблюдения методом проб, ошибок. Где-то я возился очень долго с этим делом. Ну, теперь могу вам смело поведать, чтобы вы не делали ошибок, а вот делали по проверенной схеме, по моей схеме. У всех схемы разные, все делают по-разному, эффект у всех разный. Ну, вы если смотрите мой канал, значит хотите сделать, наверное, что-то похожее, как у меня, поэтому прислушивайтесь. Если непонятно, задавайте вопросы, я на них отвечу. Ну, вот здесь как бы творчество, можно вообще вот так слегка сделать. Все. И они немного получаются, все камни немного разные. Тон вроде бы один, вроде бы они все и похожие, как вот партия такая, да? Добыча идет с одного места, но все равно каждый камень по-своему разный, по-своему уникальный. Так и здесь. Они вроде бы все одинаковые, но они, каждый камень разный. Вот это достигается вот таким вот эффектом 4 тонов, ну хотя бы 3 тона. Раз слой, второй слой, и все обязательно после высыхания. И потом можно 3-й и 4-й. Ну уже смотрите, нужен ли вам 4-й или не нужен. То есть где-то, может быть, не хватает. Но лучше всего делайте вот 2- или 3% раствором. И не переливайте. Загрунтовали. Я вам показывал, как это делается. Даже кисточкой намазали хорошенько. Все. Вот. Ну, какие-то участки я прохожу еще раз, да. Я вот смотрю, если мне что-то не нравится, ну, вернее, я хочу, допустим, вот здесь добавить темненького. Я добавил. И вот он блестит. Он не впитывается так быстро. Вот видите, блеск. Это потому, что уже здесь грунтовка есть на поверхности. И последующий слой он уже не так быстро всасывает. Что касаемо там второго слоя, то он просто туда залетает. Просто не успеете его размазать. Надеюсь, вам понравилась раскраска, и вы оцените ее по достоинству. Ну, если, конечно, какие-то замечания сделаете. На критику и замечания я реагирую адекватно. Я все прекрасно понимаю. Но смотрите, дальше еще будет много чего интересного. Сезон фасадных работ уже завершается. Середина ноября почти. Поэтому перейдем на внутрянку. Там есть интересные проекты. И я их с удовольствием вам покажу. Не судите строго, если монтаж или съемка немного не такая, как вы ожидали. Я оператор не с большим стажем, я и сценарист, и оператор, и режиссер, и монтажник, и плюс я еще и делаю все это. Поэтому как получается, очень много времени уходит на монтаж, чтобы все это для вас сократить, сжать и максимально выдать информацию уже без воды. Так что заходите на канал, подписывайтесь, но обязательно ставьте палец вверх. И не забывайте одевать перчатки, когда грунтуете, потому как покрасите руки, замучитесь отмывать. Ну все, до новых встреч, пока.